И что ты там делаешь? Я уже вот третью гроздь, там где поспела, вот эти мелкие помидорчики, это фенда и мэйшуай, собираю для того, чтобы закрыть в баночки. Вот надо обязательно их, вот видишь, спелые все собираем, потому что они не дают поспевать вот этим верхним. Ну и обязательно я, так как сегодня 20 вечер, завтра утром я еще завершу, ну я думаю, что что-то сегодня уже сделаем. Вот видишь, они даже портятся, если долго стоят. Поэтому все спелые нужно собирать. И я вот собираю. И вот самое главное, смотри, ну и естественно нашим зрителям. Вот все, если оставлять вот эти гроздочки цветочные, вот мы собрали урожай, и в определенные дни, я вот хорошие дни выбираю, в данном случае вот сейчас у нас хороший день, вот можно обрезать, зеленые операции проводить на овощных цветочных растений. И я вот сейчас вот эту часть хочу полностью убрать, вычистить, и тогда все питательные вещества будут идти в эти томаты. И дальше растения будут развиваться, и плоды будут расти, и листики, все это вместе будет работать. Ну и естественно нужно будет дальше подкормочку, и сейчас вот зашел циклон к нам, и прохладненько, уже можно снова же кальций дать, потому что смотрю вот помидорчикам, что нужен кальций. Нету кальция, это вершина гнили, но нужен кальций обязательно. И, естественно, фосфор, калий нужно дать. И вот сейчас у меня такая задача, крупные будем есть, а все спелые нужно собрать. Вот смотри, если их оставить здесь, вот, они будут сдерживать поток питательных веществ. Они уже и переспевшие, а они все равно вот сюда будет часть питательных веществ. Видите, зеленая, влажная вот такая цветочная кисть. Естественно, они будут нам препятствовать развитию вот дальше вот этих томатов. Но, кстати, это тоже надо обрезать. Вот видите? И вот это у меня задача обрезки. Вот здесь тоже спелые. Надо их обрезать. Вот так вот. Ну, эти крупные еще пусть сидят. А этот лопается. Надо убрать. Мы его лучше... Сейчас прохладно. Вот так вот. Мы их поубираем. Вот таким образом. Но это не все. Это только часть. Это я снизу очищаю. А забыла поприветствовать наших зрителей. Приветствуем вас на нашем канале. Просто очень занята работой. Александр все время находит способ где-то как-то с камерой пройтись и заснять. Так вот, смотрите, я сейчас нахожусь как в туннеле, да? Я вот эти томаты снизу обрезаю, убираю. Но, естественно, сверху сейчас будут расти и подниматься ввысь наши побеги. И что я делаю? Я вот здесь, вот между ряди своеобразная проволока, и натягиваю еще вот веревочки. И на них привязываю сюда. Вот сейчас покажу, я уже сделала в этой части. Вот. Вот сюда можно пойти и посмотреть. Вот. Я уже попривязывала, видите? Все побеги у меня. Вот они привязаны в горизонте. Я все время, когда им делаю это, и все время вспоминаю эту фразу: пани уже лягли и просят. Вот наши помидоры уже легли и ничего не просят, а только себе растут дальше. Правда, они хотят тоже питания. Так, мы обязательно... Откуда вот они начинают расти? Покажи. Ну вот смотри, вот у нас эти, да, этот помидор. Вот она вилочка. Вот. Мы сейчас это тоже срежем. Вот этот остается, и этот срезали. О! Вот здесь у нас остается чистенько. Вот. И вот эта вилочка идет. Вот она идет. Эту помидорку, в эту часть вилочки, я побежек сюда отправляю, видишь? Вот. А этот, вот смотри, этот здесь у меня прислонился. Но я его, видишь, чуть-чуть опустила, и он лежит на веревочке, на этом шпагатике. И, конечно же, я все время вот пасынки обрезаю. И здесь уже завязываются помидорки. И здесь будут завязываться. Если я их не привяжу, то, естественно, они будут где-то между собой. Сейчас мы посмотрим, я тебе покажу. Ты же видела, что там у нас происходит. Здесь уже получается ровненькая такая туннель, да?
Вот. А туда дальше идем. Сейчас покажу, как я там буду делать. Конкретно покажи на одном примере по томате. Ну хорошо, вот смотри, да, у нас один томат есть, да, вилочка. Что мы делаем? Я изначально вот здесь обрезаю, снова же убираю, да, лишнее. То, что созрело, и то, что сдерживает рост и формирование плодов, убираю. Вот она, наша вилочка освобождается. Эти еще дойдут. Вот этот убираем. Да, вот этот убираем. Вот. Ну, эти остаются. Это тоже уберу, потому что он лопнул. Вот. Ну, эти тоже убираю. Они лопнули, видишь, что делается. Вот резкий перепад температур. Ну, вот зеленые остались. Вот эти остаются, еще покраснеют. Тут листик мы убираем. И убираем вот пасынок, который повторный рос. Далее смотрим, что у нас дальше. Дальше беру веревочку. Вот. И иду наверх. Так, вот смотрите, это он у нас, этот помидор. Что тут можно еще обрезать? Давайте я обрежу еще листик. Вот этот листик уберу. Я вообще стараюсь от дорожки убрать, потому что они будут не мешать при обработке. Вот это тоже уберем. Предостаточно. Так, и теперь что мы делаем? Это как раз у нас томат. Это у нас фенда. Вот. Вот он какой высоченный уже. Там один томатик. Сейчас вот такая погода хорошая. Завязываются, новые завязываются. Вот они, да? Завязываются томатики. Цветет, растет. Вот. Это один. И второй, вот он уже есть у нас. Он пошел вот в эту сторону. И я вот его уже разместила здесь на веревочке. Видите? На веревку. И пусть себе растет. Нас кто видел прошлогоднее видео, то увидят, как это потом находится у нас. Помидоры растут над головой, на горизонте. Помидоры лежачие. Вот это второй. А теперь вот этот мне нужно уложить. Вот. Их надо так уложить и с этой стороны. Они будут встречаться. И с этой стороны. Значит, беру веревочку. И вот ножнички. Так. И завязываю веревочку. Вот так. И на эту сторону вот здесь. Почему вот эта проволока очень хорошая штука? Потому что она позволяет нам еще и вот так вот еще завязывать между ними веревочки, между этими томатами. Вот так вот. Есть. И сюда. Получается, если сейчас бы мы, допустим, дошли до верха, наши томаты, у нас высокорослые, высокоурожайные томаты, ну вот из-за жары не такая завязываемость. Представляете, надо обрезать верхушку. Ну, может быть, в северных регионах это и нормально, но на юге все-таки я в теплице стараюсь как можно дольше этот период выдержать. Вот помидорчик лежит. Видите, хорошо лежит. Вот. Этот мы сюда. А здесь этот, видите, тоже вяжет помидорки. С этой стороны. Вот он. Я тоже его сейчас привяжу сюда же еще одну веревочку. У нас получается, что друг к другу навстречу идут томатики. И будет такой вот тоннель из томатов. И плоды собираешь, все время смотришь вверх и выбираешь себе плоды потом. Вот так вот сейчас тоже. Снова же веревочка, шпагат этот у нас. И сюда вот завязываю, где у нас так на угол идет. Так, вот сюда. Стараюсь так, чтобы им было удобно, томатам, чтобы их не ломать. Вот куда они ложатся, вот там я их и завязываю. Вот. Это, конечно, труд. Все время голова вверх. Но что делать? Мы любим помидоры. Так, теперь у нас есть уже с этой стороны. А вот этот, видите, он все-таки старается держаться ввысь, но я ввысь не хочу. Тут вот пасынок я обрываю. А сам томатик, сам побег, аккуратненько вот так вот сюда. Вот видно, да? Вот. Не зажимаю, а так вот легонечко его к этой проволоке, чтобы не поломался. И вот когда привыкнет уже здесь, то, естественно, будет уже находиться постоянно
на этой веревочке. Кстати, я могу сейчас еще раз. Уже можно не завязывать листика. И смотрите, получается, что этот томат идет в эту сторону, а этот себе спокойно. И солнца достаточно, и движение тут нормальное соком. Но и это еще не все. Значит, смотрите, тут надо, главная задача сейчас, листья мы не убираем полностью, а убираю только вот те, которые нам будут мешать ходить. Поэтому я частично вот так обрезаю. Вот, это тоже листик нам мешает. Вот, обрезаю листики и вот смотрите теперь, да, я тогда не могла, меня не видно было, а сейчас смотрите, какая красота. Я практически, вот эту половинку тоже срежу, практически могу проходить, обрабатывать, собирать томаты и наблюдать ситуацию, что здесь и как творится. Ну вот такой туннель. А дальше вот видите тоже вот, сейчас вот просто подойди сюда, сейчас я хочу тебе показать. Ты здесь не мог пройти, вот смотрите, что сейчас делается, да? И вот это то же самое здесь, я буду веревки натягивать, вот все вот так будет валяться, порядка не будет, поэтому я сейчас тоже здесь такую же процедуру сделаю, пасынки тоже убираю, вот, и будут они вот таким образом находиться в горизонтали, будут лежать и будут формировать себе томатики, и, кстати, очень хороший урожай, крупный получается, вот такие томаты. Ну что ж, давайте я завершу, пока мы будем работать дальше, завершать нашу работу, связанную вот с прокладыванием тоннеля в помидорной теплице. И очень удобно теперь будет работать, удобно собирать, смотреть на эти томаты. Ну, естественно, мы готовимся к переработке. У нас очень вкусные томаты. Мы о них вам уже рассказывали. Фенда, Мэйшуай. Я именно эти розовые томаты отправляю в банку и закрываю на зиму. Всего вам самого доброго. Ну и до новых встреч в новых видео.